Всем привет! Приветствую вас на канале Макскор. Сегодня в нашем видео я вам объясню, почему у нас была такая задержка месяц. У нас была задержка месяц, потому что мы делали собаке операцию. Вот, операция очень сложно прошла, и после операции очень сложно это все было. А причина тому стала, что у нее течка была. Вот, и после течки, буквально через 2 или 3 недели, она очень сильно порезала лапу. Ну, прям очень сильно, то есть, видать, об какую-то розочку, или бог его знает. Повез я ее в клинику, то есть, ну, в нашу Сумскую. Сказали, что нужно под наркозом зашивать эту лапу. Но, опять же таки, я хотел ее стерилизовать, и я спросил, что сколько вообще наркоза можно давать собаке. Они говорят, вообще за 1 год можно давать 1 наркоз. И поэтому вот так вот получилось, что сразу решили 2 штуки сделать одним махом. И вот так вот оно получилось. То есть, как собака это все пережила, как я вместе с ней переживал, и как мы занимались собакой, вы можете посмотреть в следующих наших сюжетах. И я там буду рассказывать, что и как мы делали. Поэтому всем хорошего просмотра. И особая просьба для слабонервных не смотреть. Вот это мы приехали домой, получается, после операции. Сразу, значит, кровь у нее пошла, то есть не останавливалась. Позвонили, ну, было уже, получается, поздно. Вот, это она так от наркоза так она отходит. Вот, то есть, вообще, конечно, жесть была. Вот, надели ей попонку, сказали, чтобы ничего там не попало, никаких, значит, ни инфекций, ничего. Вот такая она собака бедненькая, блин, тут вообще хана. Вон можно посмотреть, кровь пошла. Но укололи уже, получается, сами кровоостанавливающее средство, ну, какое-то, то есть позвонил я врачу, и врач сказал, вот это уколоть, побежал в аптеку, в общем, ветаптеку купил. Ну, вроде как бы собаке стало намного уже легче, то есть такого плана. Она бедненькая лежит здесь, вот, сказали ее не трогать, вот, она еле-еле, ну, не пила, не ела, ну, естественно, после операции. Вот такая вот она лежит, никакая. Поставил ей водичку, потому что сказали, что после операции нужно обязательно, чтобы собака воды попила. Ну, в общем, как-то вот это так. Конечно, первый день жесть была, очень большая жесть. Очень переживал за собаку, но вроде как бы успокоили, сказали, что все нормально будет. Вот она уже, получается, проснулась, попила водички. Вот, и я ее укладываю спать, чтобы она слегла спать. Ну, на следующее утро, там будет дальше как бы видео, я ее повел, значит, на улицу. Вот как раз здесь сказали специально, чтобы хорошими нитками зашивали ей живот, потому как вот эти саморассасывающиеся нитки, очень плохие на них отзывы. Бывает такое, что рана не зажила, а нитки уже рассосались, и поэтому, ну, это бред. Поэтому вот такими вот нитками зашили. Ну, я уже скажу как бы наперед, я наоборот как бы доволен, что такими нитками зашили ей живот. Сейчас как бы вот можно будет посмотреть дальше, что у нас уже все более-менее нормально. Сначала купили мазь левомеколь для заживления, то есть постоянно хлоргексидином обрабатывали, потом обрабатывали, значит, перекисью водорода, и плюс, получается, наносили мазь. Сначала левомеколь, потом, естественно, она не сильно помогала, потому что эта мазь больше предназначена для людей, поэтому она не сильно собакам помогает. Позвонила я в ветаптеку, вот, посоветовали другую мазь, честно не скажу, как называется, пишите в комментариях, кому интересно, я скажу. Ну и на дальнейшем как бы очень круто затянулась рана с этой мазью, но опять-таки я мазал этой мазью и рану, и мазал, ну, на животе, и мазал эту рану, значит, на лапе. Вот так вот мы обрабатывали ей каждый день по 2-3 раза на день этот шов.
Ну, в общем, как-то так. И обрабатывал я перед выходом на улицу, получается, и после улицы. Постоянно я обрабатывал, чтобы девочка моя как бы нормально себя чувствовала. Вот. А сейчас вот как раз вот у нас проблема как бы с лапой еще. Как я говорил, она очень сильно лапу порезала. Вот, обо что-то. И опять же таки усложнилась операция тем, что порезанная лапа, она еле ходила. То есть получается, я купил себе 2 попонки. Вот. Утром выхожу на улицу, значит, попонку снимаю, одеваю чистую, выхожу в обед на улицу. Вот это все постоянно меняли, то есть постоянно все бинты, постоянно мази, постоянно обрабатывали ей рану, постоянно я стирал эти попонки, значит, чтобы постоянно ей, ну, она в чистеньком ходила. Вот это, ну, такие как бы сложности операции это идут. И постоянно перед выходом на улицу, получается, рану на лапе заматывали. Вот, и сначала как бы я не знал, что есть штука прикольная, то есть, но я уже купил где-то через неделю перчатку на лапу. Вот. Кстати, по поводу этой перчатки могу снять обзор, кому интересно. Очень классная штука, когда собака режет лапу, вот, то чтобы, ну, она эту лапу, во-первых, не лизала, вот, а во-вторых, чтобы на улице нормально гулять, то есть покупается специальная перчатка, ну, что-то типа ботиночка. Вот, и гуляется уже как бы на улице с этим ботиночком. Ну, вот так вот постоянно мы лапу обрабатывали, постоянно живот мы обрабатывали. В общем, конечно, было жестко на самом деле, но я с кем не советовался, ну реально, сказали, что лучше как бы стерилизацию делать не яичники вырезать, а именно, ну, конкретно, то есть матку, потому что если яичники вырезать, то куча болезней может быть уже у собаки, ну, потом, то есть, а теперь, ну, куча по отзывам, лучше вырезать как бы матку собаки. И получается прикол даже в том, что собака при этой операции будет намного жить дольше, чем если бы, ну, она полноценной жизнью бы жила. В любом случае у нас это смесь получается, поэтому, ну, вязать ее как бы никто не будет, ну, точнее никто и не захочет с ней вязать, потому что это уже изначально у нас собака уникальная, это смесь у нас, поэтому как-то так. Вот видно, что у нас лапка зашита. Вот, конечно, много проблем. Она постоянно пыталась швы на животе содрать, швы на лапе постоянно пыталась их убрать. Ну, собака же не понимает, что это все как бы для нее лучше делается. Она думает, что ей это мешает. А там очень серьезная как бы рана была, что, ну, кроме как шить вообще никак. Хотя сначала собирались как бы не зашивать. Говорит, ты сами заживет. Ну, блин, как оно само заживет, там распанахано, вообще пипец. Ну, получается, мочка, ну, подушка на 2 части, грубо говоря, разорвана, как не зашивать. Ну, вот мы мазь наносим, получается, и опять мотаем в бинт. И на прогулку. Так вот каждый день. По 3 раза на день. Потому что после операции ей постоянно в туалет хотелось. Дома она в туалет не ходит у меня. Уже, да, наверное, с 5 месяцев так, по чуть-чуть она ходила. Вот. А с полугода уже не ходит абсолютно. Уже просится на улицу. Вот. И, конечно, эта проблема очень сильно большая была, выводить ее на улицу. Но... слава Богу, что мы это все пережили. Очень повезло, что собака уже до этой операции была хорошо натренирована на команды, на выдержку, на, ну, на все, в принципе, остальное, что сидеть, лежать, потому как мы ветеринара, ну, врача тут, который лечил Кору, мы приглашали каждый день. Бывало такое, что по 2 раза на день мы приглашали, чтобы он давал какие-то, то есть, уколы, постоянно витамины. То есть, и это очень повезло. Ну, как повезло, я занимался-то, конечно, собакой каждый день. Вот, тут везения в этом нету, то есть, без разницы, чем заниматься. Если заниматься каждый день регулярно, то будет вам счастье. Вот.
И, конечно, так хорошо, то есть сидела спокойно, терпела уколы, терпела, ну, все полностью, то есть что мы не делали, и обработки, и все остальное. То есть собака, конечно, по поводу этого спокойная очень была. Но единственный минус в этой операции то, что, естественно, я ее не напрягал ни командами, ничем, вот, и мы буквально месяц вот проходили, вот, прогуляли, в основном на поводке она гуляла, то есть, и она, конечно, уже очень много позабывала всего за этот месяц, получается, потом, когда она выздоровела, конечно, все, нужно было все учить заново, вплоть до того, что дай лапу и все остальное, потому что когда она, ну, болела, скажем так, то есть, точнее, когда она выздоравливала, я ее абсолютно вообще никакими командами, то есть, не напрягал, вот. Ну и еще один минус, то, что питание ей нужно было особенное, то есть это куриное филе, это фаршик, это желудки, то есть я постоянно ездил на рынок, я постоянно ходил в магазин, вот, и, конечно, она уже привыкла к ментусам, скажем так, к очень, ну, дорогостоящей сравнительно так еде, вот, потому что как бы некоторые люди там, допустим, каждый день по полкилограмма, там по килограмму филе съедают, то есть вот собака этим питалась, она поняла, что, ну, допустим, есть продукты, которые намного лучше корма, намного лучше каши, намного лучше там тех же самых пупков и всего остального. Вот мы уже на улицу вышли, это первый день у нас, вот. Кстати, первый день мы вышли, вообще живенькая такая была, потом, видать, что-то ее беспокоило, вот, потом она не живенькая была, в общем, ну, как-то так, то есть куча волнения после этого было, но, в общем, вот это у нас такие, в общем, вот, приколы были. Я, естественно, это все, ну, как бы снимал, потому что, ну, стоит людям показать, что это все абсолютно, как бы, безопасно, даже еще... Ну, суть в том, что, ну, вот те же самые врачи, вот, которые там, ну, врач, который вот хирург, который делал, или как там они называются, то есть операцию, он говорит вообще, он такие операции делал, и уже некоторых собак дворовых после таких операций садили прямо на цепь на улице. Я вообще в шоке, как бы, то есть это, ну, просто бред. То есть собаке только операцию сделали, ее сразу хоп на улицу и все, охранять. И говорит ничего. А у нас вот, ну, не знаю, столько осложнений было, столько всякой ереси было, что я вообще как бы в шоке. Я сам, ну, как бы уже потом, ну, не нарадовался, получается, что операцию сделали, что вообще такое произошло. Но, слава богу, вот такая вот у нас девочка с пакетом еще на ноге. Да, уже потом, конечно, плюнул, потому что это бред. Вот, и купил перчатку эту. Естественно, был не сезон на эти перчатки, их в магазинах нигде не было. Пришлось заказывать через Китай. Ну, в общем, это такое бред. У нас получается такое. Та же самая ситуация с поводком. Ну, как бы крутой поводок заказал, которого, ну, в принципе, нету. И, короче, он уже идет 1,5 месяца. И вот сказали, сегодня будет, а теперь звонят, будет послезавтра. И теперь опять-таки только-только позвонили, сказали, будет аж в воскресенье. То есть это, грубо говоря, через 5 дней. Ну, короче, такое. Обязательно сниму обзор на этот поводок, потому что рулетка, брезент, это уже прошлый век. У меня реально 5 брезентов, 1 рулетка получается. И такое не очень мне нравится. Рулетка вообще не нравится, брезент более-менее хороший. А вот этот поводок, который я заказал, это будет бомба. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео стало для вас полезным. Кто-то, может быть, решил делать операцию такую, либо же не делать. Но, слава богу, мы это все прошли. И сейчас мы очень круто гуляем. И теперь мы будем снимать видео примерно раз в 2-3 дня. Будем выкладывать это. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У нас куча классных идей и куча классных обзоров будет в дальнейшем. Поэтому всем пока и хорошего вечера.